Мне все время хочется спросить, вопрос задать. Вот кто людям внушил, будто бы газовый гриль это плохо? Вот Карл Вермер, запоминайте это название. А сейчас я хочу вам показать, что все эти разговоры про дымок, запашок от настоящего угля, дрова, я сам уголь зажгу. Все это в пользу бедных. Все это в пользу бедных и никак не способствует приготовлению вкусной еды. Вот, вообще-то говоря, у меня здесь есть мангал, у меня здесь есть печь, и у меня угольных грилей сколько угодно. Но точно так же вкусно, абсолютно точно так же вкусно я могу приготовить и на газовом гриле. Нет в этом никакой проблемы. Знаете что? Я сейчас еще успею насолить, намассажировать этот кусок мяса. Пока что мне надо разогреть половину гриля, не весь гриль. Зачем весь? Вот никакой жидкости для розжига, никакого угля, ничего не надо. Повернул ручку и все горит. Вот так вот максимум, а вот так вот минимум. Очень просто. Мне надо раскалить сейчас эту решетку для того, чтобы нарисовать вот на этом куске мяса красивые полосочки. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Кстати говоря, конечно, можно было бы разрезать этот кусок мяса на стейки и приготовить такими хорошими стейками. 3-4 стейка томагавк запросто. Но приготовить кусок мяса целиком, такой кусок мяса целиком, вот эта задача для гриля, пожалуй, что самая интересная, потому что самая сложная. Но я смело берусь за эту задачу. Значит, солю, перчу, больше ничего не нужно такому куску мяса. И перчу достаточно интенсивно. А что жалеть? Что жалеть? Перца жалко, что ли? Соли жалко. Насолите, наперчите как следует. Там потом мало что останется. Вот здесь под ребрышком можно сделать надрез. Я знаю, что некоторые вот снимают эту пленку, мол, да, она мешает готовиться. Ничего не мешает. Все нормально. Пусть постоит, пусть соль начнет работать. Пусть из мяса выйдут капельки сока, в которых растворится соль, и эта соль, хоть на полсантиметра проникнет внутрь. Как вообще работает газовый гриль? Горит трубка, из нее язычки пламени. Поверх нее угольник вот так вот лежит и сильно нагревается. Жир, мясные соки, когда капают на этот угольник, они, конечно, быстро стекают, но успеют задымиться. Понимаете, и сдать вот тот же самый дым, который получается у нас на мангале, когда мы жарим элементарный шашлык. Есть жир, есть дым. Нету жира, нету дыма. Все, хватит разговаривать. Укладываем кусок мяса и ждем, когда на нем появятся аппетитнейшие полосочки. Нет дыма, нет запаха. Поворачиваем на 90 градусов и пусть еще немножко поджарится. Именно поджарится жирный слой мяса на ребрышках. Тем временем я включаю вторую половину решетки. Да знаете, вот не сильно, а на слабенький такой огонь. Почему? Потому что сейчас я мясо переложу сюда, вот на эту половину, и здесь оно будет томиться. Для того, чтобы пропекся такой огромный кусок мяса, необходимо время. Если нагрев будет слишком сильный, то кусок мяса просто-напросто обгорит со всех сторон. Но если нагрев слабенький, потихонечку, аккуратно, все нагреется и прогреется ровно так, как надо, чтобы мясо пропеклось до самой середочки. И торцам дать как следует огонька. Ну что, осталась вот эта сторона, да? Она пока у нас не подрумянена. Все остальное просто очень хорошо. Очень даже так, как надо.
Переворачиваем. С таким куском мяса, пока наморочишься, ого. Видели, да? Убедились? Газовый гриль, угольный гриль, электрический гриль, какой угодно. Самое главное, чтобы мясо получило правильную корочку, правильный цвет, правильный аромат, соответственно. Теперь, сейчас я буду показывать вот какой фокус. Здесь есть 4 таких трубки, которые, собственно говоря, горят и нагревают решетки. Я включаю одну, крайнюю, на самый слабый нагрев. Эту тоже перевожу на самый слабый нагрев. Эту выключаю полностью. И кусок мяса кладу между ними. Для чего? Да для того, чтобы оно долго-долго томилось. Для того, чтобы оно превращалось в нашу с ребятами радость. Понимаете? Это не будет тот стейк, который режешь, и там внутри течет красный алый сок. И теперь можно прикрыть гриль. Если там появится какой-то дымок, это даже супер, это замечательно. И что самое главное, крышка-то двойная. Видите, вот один лист железа, и здесь второй лист железа. То есть крышка работает как термос. Карл Вермер. Молодец. 2 часа, может быть даже чуточку больше, простояло мясо. И посмотрите, каким получилось мясо. Но, пожалуй, что не буду я нарезать это мясо сейчас. Поздно уже ужинать, 9 часов вечера. Мы это мясо оставим здесь. Пускай прямо здесь потихонечку остынет, нарежем его утром. Будет отличное мясо на завтрак. Заодно посмотрим, как оно пропеклось внутри. Хотите себе такой гриль, Карл Вермер? Ссылка на Озон в описании. Скажешь им куры, они отвечают только домашние. Скажешь вот домашние, они говорят все равно комбикорм тот же самый. Приготовишь мясо, это заморозка, это очень дорого. Говядина резиновая, баранина фу, ну а свинина не халяль. Добавишь натуральный жир, у них поджелудочное, ожирение, печень, почки, легкое, все болит. Или вот возьмешь рыбу, а они говорят, это выращенное искусственное, в пруду нужна дикая. Вот вам дикая. А у нас такую не продают. Нальешь молоко, а они говорят, все из сои. Возьмешь сливочное масло, а они, это пальма. Вот домашнее масло. А это не по нашей зарплате. Размешаешь сахар, это вредно. Заменишь сахар натуральным медом, от нагрева натуральный мед превращается в яд. Приготовишь мясо с картошкой, такое сочетать нельзя, это не полезно. А уж если к мясу и картошке добавить макароны, от такого вообще умирают. А если используешь специи, то значит испортил вкус рыбы, мяса, курицы. И так хотелось поесть чистых макарон. Крахмал – это химия. Кругом антибиотики, пестициды, гормоны и ГМО. Так каким же нектаром из фиалок питаются эти небожители? В каких безупречно экологически чистых полях они собирают свой корм? И самое главное, сколько лет они собираются прожить при таком правильном питании? 200, может быть 300? А для чего? Вот я снимаю свои видео и пишу книги ровно для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы дети запомнили отличную, вкусную еду и самое главное, чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Доброе утро! Мясо остыло, и теперь им можно превосходно позавтракать. Ну что может быть на завтрак лучше кусочка хорошего мяса? Может быть огурчик, хороший горячий хлеб, ну разве что горчицей помазать. Но все это я забегаю вперед. Давайте разрежем, посмотрим. А вдруг газовый гриль готовит не такое красивое мясо, как мог бы приготовить, например, угольный. Проверяйте! Ну как? Разве не красота?
Еще какая красота. Одним словом, вот это мясо, можно сказать, ростбиф, будет у меня вместо колбасы. Захотел поесть, отрезал ломтик. Так что гриль Карл Вермер и я желаем вам приятного аппетита.